Так, все тихо, Игорь, он пишет. А это вот захоронение, оно находится на Буряковке. Машины здесь в траншеях. Тут очень много пожарных машин. И в основном машины, попавшие в ДТП, или машины, те, которые доставляли бетон к месту, где строился саркофаг. Там 330, по-моему, кубов бетона, 330 тысяч кубов бетона было уложено. И все автомашины, которые участвовали в этом, они оказались загрязненными, поскольку бетон перегружали в эти машины в копачах на бетонном заводе, на бетонной эстакаде, то, естественно, эти машины работали, копачи ЧАЭС на маршруте, и этот маршрут довольно грязный. Но это еще машины, подготовленные к захоронению на Буряковке. В дальнейшем они будут все перевезены с этого поля. Это поле в районе Лилева, поселка Лилев. Вот. И там эти машины стояли до тех пор, пока их не захоронили на Буряковке. Не десятки, наверное, тысячи этих машин. Ну, на Буряковке там траншеи были сделаны по всем правилам. Траншея представляет собой где-то полкилометра шириной и около километра длиной. Их порядка 3 десятков. Основание траншеи вниз. Отойдите, отойдите, отойдите. Устилался слой бентонитовой глины. Эта глина задерживает нуклиды. И кроме того, она задерживает фильтрацию вертикальную влаги. И поэтому там хоронили вот эти машины. Тоже их сталкивали тягачами и бульдозерами. Ну, бульдозеры разные были, и колесные, и на танковом ходу, на гусеничном ходу. А военные машины все на Лубянке, на пункте хранения. Как правило, они там выстроены в зависимости от назначения БРДМ ряд, и, может быть, 2 ряда. Потом БМП, я не помню, сколько рядов там. БМП, это вот шестиколесные машины. Потом Имры отдельно стояли, но Имров немного было, в пределах 2 десятков. К сожалению, видимо, броневая сталь во всем мире котируется, и они были в свое время разрезаны и куда-то исчезли. Не ходи, Витя.